Привет! Сегодня мы поговорим о маленьком, но невероятно важном устройстве, которое делает вашу любимую музыку такой плотной, качающей. Речь пойдет о компрессорах. Привет! И не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом ролике максимально сжата, поэтому смотрите до самого конца, чтобы узнать все важные детали. А теперь поехали! Давайте начнем с самого простого. Что такое компрессор? Вот я обычный слушатель, я знаю, что такое громкость, но зачем мне компрессор? Отличный вопрос. И он касается самого сердца звука. Компрессор — это, по сути, автоматический подавитель громкости для сильных фрагментов. Представьте себе, что вы смотрите фильм. Когда начинается взрыв, убавляете громкость. Компрессор делает это за вас, только гораздо быстрее и точнее. Он сжимает динамический диапазон. Динамический диапазон. Что это? Это разница между самым громким и самым тихим звуком в аудиосигнале. Например, барабанщик бьет по тарелке, а потом тихо играет на хай-хете. Без компрессора, чтобы услышать хай-хет, пришлось бы сделать тарелку невыносимо громкой. Компрессор говорит: «Окей, тарелка слишком громкая, я сделаю ее тише». А потом после всей компрессии поднимается общий уровень громкости, и этот тихий хай-хет теперь тоже звучит громче. В результате вы слышите все ясно, а музыка звучит плотно, ровно и контролируемо. То есть он делает звук более управляемым и ровным для нашего уха. Точно. Без компрессии музыка звучала бы как американские горки, то слишком тихо, то слишком громко. Почти каждая современная запись от хип-хопа и рока до джаза и попа использует компрессию. Она помогает треку сидеть в миксе, занимать свое место и не выбиваться. А кроме того, с помощью компрессора можно создавать специфическое звучание гитар, ударных и других инструментов. Например, удлинять их послезвучие. Когда я смотрю на профессиональное оборудование, я вижу разные типы компрессоров. VCA, FET, Opto. Неужели они делают одно и то же, но звучат по-разному? О да, это как автомобили. Все ездят, но спорткар и внедорожник делают это по-разному. Разница в элементе управления усилением, который следит за громкостью. Именно он определяет скорость реакции и характер звука. Давайте разберем их по очереди. Начнем с VCA. Слышал, что это рабочие лошадки студии. Верно. VCA – это Voltage Controlled Amplifier, усилитель, управляемый напряжением. Это современные, быстрые и очень точные компрессоры. Они появились в 70-х с развитием интегральных схем и быстро стали стандартом для профессиональных миксов. VCA-компрессоры почти не окрашивают звук и часто используются для групп инструментов, барабанов, басов и мастер-шины, где требуется прозрачное и контролируемое сжатие. Это ваш хирург. Точный, надежный, предсказуемый. А FET? Говорят, это что-то дикого характера. Да. FET – это Field Effect транзистор, полевой транзистор. Эти компрессоры невероятно быстрые и обладают собственным характером. Их пик пришелся на конец 60-х, знаменитый Uray 1176 стал культовым именно за счет этой технологии. Он способен реагировать на пики за десятки микросекунд. При этом FET-компрессоры добавляют легкую гармоническую насыщенность. Воспринимается как такая аналоговая агрессия, от которой рок-вокал или малый барабан буквально выпрыгивают из колонок. То есть FET не просто контролирует громкость, а делает звук более злым. Именно. Он добавляет энергию, усиливает атаку, делает звук жирным и жизненным. Это не стерильная точность, а настоящая эмоция. А Opto — это, как я понимаю, что-то со светом связано. Совершенно верно. Оптический компрессор управляет сжатием при помощи лампочки или светодиода и фотоэлемента. Когда сигнал громкий, лампочка светит ярче, фотоэлемент реагирует и усиление уменьшается. Все происходит медленно, с естественной инерцией. Атака и релиз становятся плавными, как будто кто-то медленно крутит ручку громкости вручную.
Знаменитый Teletronics LA2A, созданный в начале 60-х, классический представитель этого типа. Его плавное сжатие делает вокал и бас-гитары невероятно музыкальными и теплыми. То есть опта — это про плавность и естественность. Да, он не вмешивается резко, а дышит вместе с музыкой. Оптические компрессоры создают ощущение живого, органичного звучания, как бархатная рука мягко удерживает звук. Теперь о самом премиальном типе – Variable Mu или ламповых компрессорах. Почему они так ценятся? Потому что это настоящий аналоговый шик. Эти компрессоры используют вакуумные лампы, где сама лампа меняет усиление, без транзисторов и без оптики, за счет изменения ее характеристик от уровня входного сигнала. Термин «μ» означает коэффициент усиления. Когда уровень сигнала растет, лампа сама подстраивается, в кавычках, уменьшая усиление. Отсюда и Variable Mu. И как это звучит? Богато, тепло и с легкой винтажной магией. Лампы добавляют четные гармоники, вторая, четвертая и так далее, воспринимаемые ухом как музыкально приятные. Это то самое теплое ламповое окрашивание, которое делает звук уютным и живым. Поэтому Variable Mu компрессоры, вроде Fairchild 670 или Manley Variable Mu, часто используют в мастеринге. Они не просто сжимают, они буквально склеивают трек, придавая всему миксу глубину, плотность и ощущение дорогого звука. Это последний штрих, тот самый клей, без которого микс может казаться разрозненным. То есть, если VCA — это точность, FET — энергия, опта — музыкальность, то Variable Mu — это ламповое благородство и единство микса. Прекрасно сказано. Variable Mu — это как ламповый финал, превращающий хорошую запись в шедевр. Отлично. Для наших слушателей, которые только начинают работать со звуком, какие 3 главных параметра компрессора нужно понять, чтобы не испортить запись? Давайте выберем самые базовые и важные. Первый – threshold – порог, уровень, после которого компрессор начинает действовать. Чем ниже порог, тем больше сигнал подвергается сжатию. Второй – ratio – соотношение, сила сжатия. При 4:1 сигнал, превышающий порог на 4 дБ, станет громче порога всего на 1 дБ. 2:1 – мягкое сжатие, 10:1 – это уже практически лимитер, ограничитель уровня. Третий – make-up gain – компенсация усиления. После сжатия общий уровень звука падает. Make-up gain поднимает общий уровень выходного сигнала после сжатия, чтобы компенсировать потерю громкости. То есть сначала указываем компрессору, когда начинать, потом насколько сильно, а в конце поднимаем уровень, чтобы вернуть громкость. Именно. Начинайте с умеренных настроек. Порог не слишком низкий, соотношение 3:1. И помните, хороший компрессор слышно не по эффекту, а потому, что звук стал лучше собран. Он не давит, а держит музыку вместе. Используется компрессия как для отдельных дорожек при сведении музыкального трека в одно целое, так и при мастеринге или ремастеринге для формирования общей динамики записи. Юрий Корзунов, автор нашего канала и разработчик плагина восстановления ультразвукового спектра при апсэмплинге, AUI Audio Upscaler, как разработчик и музыкант изучает и другие технологии ремастеринга для будущих плагинов-эффектов. Например, есть так называемые плагины-энхансеры, эффекты, которые стараются сделать звук субъективно лучше. Юрий отмечает, что идея использовать компрессию в энхансер-плагинах не нова, но требует осторожности. Компрессор действительно может поднять тихие детали и сделать запись насыщенней, но вместе с ними поднимается и шум. Поэтому, как он говорит, главное — баланс. Хорошая компрессия делает звук живее, но не утомляет слух. А чрезмерное сжатие, наоборот, делает его плоским. Именно на это часто жалуются любители хай-фай. Да, интересно, но ведь AUI Audio Upscaler компрессию не использует. Совершенно верно. Он работает только с восстановлением ультразвукового спектра при апсэмплинге и не затрагивает динамику.
и вообще практически не затрагивает исходный сигнал. Там свой путь воздействия на слуховое восприятие. Об этом мы подробно говорили в ролике по ссылке в описании. В будущем Юрий не исключает, что к его аудиоконвертеру AUI Converter может появиться отдельный плагин, который будет работать с динамическим диапазоном, например, компрессоры или похожие эффекты. Понятно. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае, звук — это не магия, это физика, история и искусство одновременно. Друзья, напишите в комментариях, а что вы думаете о плагинах по управлению динамическим диапазоном. Ставьте лайки, задавайте вопросы, делитесь своими мыслями и опытом в комментариях. Они помогают нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и, если было интересно, поделитесь ссылкой на это видео с друзьями. До новых встреч, друзья, и пусть ваш звук всегда будет безупречен.